Сегодня я со списком факапов. Я считаю, что нужно обязательно записать это видео для того, чтобы ни в коем случае не забыть, какой 25-й год был насыщенный и интересный. Это обязательно нужно сохранить для истории. Итак, в январе я нарисовала рыбный паттерн внезапно, буквально за пару часов, просто из ничего. Я вспомнила корюшку, нарисовала, и этот простой принт многим очень понравился. И, кстати, он стал единственным, что в этом году овеществилось, и я даже на этом заработала денежку. Запомним этот момент, больше такой прелести в этом году не будет, не было. К концу зимы я решила попробовать напечатать свои ткани на палантинах. Нашла в Питере у нас компанию, которая печатает на тканях. Выбрала ткань, подготовила принты. Все это напечатала, потом раскроила, научилась подшивать тонкие ткани, купила для этого специальную лапку на машинку. В общем, все это освоила, заморочилась по полной программе и продала только один палантин из 12. И угадайте, с каким рисунком? С рыбами, конечно. Надо было все печатать в рыбах, но мне хотелось попробовать разные мои принты, как они будут выглядеть в качестве палантинов. Так что сейчас у меня в наличии прекрасных десяток палантинов, упакованных в замечательные подарочные коробочки. Если что, обращайтесь. Дальше. Вторым большим проектом, уже поближе к концу зимы, я решила сделать из своего широкоформатного принта, который называется «Сонная поляна». Я о нем как-нибудь расскажу, он красивый. Я из него решила сделать книжку. Мне подумалось, что должна получиться замечательная колыбельная книжка. Я стала узнавать, сколько будет напечатать тираж книжки. Поняла, что это будет история еще более финансово затратная, чем история с палантинами, и решила, что нет. Но все-таки книжка должна была появиться, поэтому я пошла по знакомому мне пути и напечатала эти странички на ткани. Получила эту ткань, из ткани сшила книжечку. Получилась очень симпатичная текстильная книжечка, колыбельная, с графикой, в общем, такая простая, лаконичная, но очень милая и уютная. Везде я эту книжечку показала, никто, естественно, не заинтересовался, чего и следовало ожидать. Кстати, вместе с книгой в то же время я отдавала в печать паттерны, которые я нарисовала специально для моих развивашек. Я хотела сделать новые фоны для моих развивающих ковриков. И вот их нарисовала и отдала в печать, и получилось все очень плохо. То есть я потратила денежки на печать тканей, и они получились очень плохие. К сожалению, мне не объяснили, почему так произошло, и как избежать этого в следующий раз. Так что теперь у меня несколько метров ужасных, страшных, некрасивых тряпочек, которые я не могу использовать даже для изнаночной стороны моих ковриков. По поводу кракозяблика. Это мой бренд развивающих игрушек. Я его веду уже больше 15 лет. Но после 22 года все, что было нажито непосильным трудом, отвалилось. Все мои каналы связи с клиентами нарушились, оборвались. Но я все равно старалась кракозяблика не забрасывать никуда. Все-таки это мой основной источник заработка был. Поэтому параллельно с рисованием паттернов, с печатью палантинчиков я еще старалась удерживать на плаву еще и кракозяблика. Сшила несколько свеженьких ковриков на продажу. И, кстати, я сделала новые выкройки, нарисовала и сшила новый коврик про Африку. Африки у меня еще никогда не было. Это было интересно. И даже этот коврик потом купили, он уехал в Бразилию. В Бразилию у меня еще ничего не отправлялось. Так что это тоже кое-что хорошее. Но на этом все. Опять. Дальше я взялась, параллельно со всем этим, я еще активно вела группу в ВК, как раз тоже кракозябликовую, потому что у меня там довольно много подписчиков, и была возможность стать оплачиваемым автором в фонде авторов ВК. В общем, они там предложили платить денежку для тех, кто активно ведет сообщество. И я подала заявку, и сколько-то 2, что ли, месяца или 3 я активничала, чуть ли не каждый день там все это выкладывала, всякие посты, картинки, видео и так далее. И в итоге в фонд авторов меня не взяли. И даже толком не объяснили, почему.
В общем, это какое-то внутреннее их дело. Я немножко к ним там поприставала, но безрезультатно. Так что 30 косарей в месяц тоже пролетели мимо меня, хотя я старалась. К весне, в расстройствах от своих незашедших этих палантинов и прочего, я решила переключиться на то, что давно хотела сделать, а именно кракозябликовый сайт для зарубежных покупателей. Я решила, что надо все-таки восстанавливать этот канал связи. Тем более, что стало понятно, что та площадка, которая приютила российских мастеров после 2022 года, и которую мы все активно развивали, она нам денежки выплачивать не собирается. Ребята оказались мошенниками. Короче, я взялась за наполнение сайта, перевела на английский язык выкройки, которые еще до этого раньше не переводила, оформила еще несколько мастер-классов. Все это переводила на английский, делала тексты, картинки подгоняла. Короче, занималась оформлением, наполнением сайта. Целый месяц сидела, не поднимая попы. Выяснила, как технически подключить возможность оплаты моих всяких мастер-классов, в общем, цифровых товаров для покупателей из-за рубежа. Все это выяснила и нашла человечка, который мне все это сделает. И человечек даже взялся делать, и потом меня еще полгода динамил. Это тоже было довольно нервно, но осенью таки осенью подключилась у нас эта возможность, и теперь я могу принимать оплаты из-за рубежа, но у нас стал отваливаться хостинг. Непонятно, что с этим хостингом делать, наверное, его надо менять, но пока что не до этого. Но сейчас все работает, с перерывами, с перебоями, но работает, так что, в общем-то, тут тоже можно поставить галочку. До лета я еще успела нарисовать набор выкроек, новые выкройки про всякие растения. Собственно, выкройки я продаю как отдельный цифровой файл. И плюс мы сами вырезаем на лазере по этим выкройкам заготовки из фетра. Их можно использовать там в скраббукинге или вот как я в развивашках, в общем, там, декор какой-нибудь, неважно. Короче, я продавала их на Озоне, в ВК, и ни одну не продала, ни один набор. И выкройки пока тоже ни разу не продались, так что этот проект, хоть не такой сложный, но, в общем, тоже оказался мимо. Короче, весна получилась так себе. Очень много всякой работы, очень много всяких проектов, задумок, воодушевления, таких рабочих импульсов. И я все делала. При этом абсолютно нулевые выхлопы, никакого финансового вообще поощрения, ничегошеньки. Плюс еще до кучи закрыли у нас магазины, к которым я привыкла, с вкусняшками. И еще до кучи перестали принимать половину фракции в торсыре, который я уже привыкла сдавать. Я это тоже все приняла на свой счет. С середины мая я ушла в отпуск. Погода была плохая, поэтому мы никуда не ездили, наводили порядок на дедушкиной даче, помогали там ему, упахались по полной программе. И еще и не стало нашей собачки. Под конец отпуска это было очень грустно. Мы морально, конечно, к этому готовились, но все равно оказались не готовы. Ей было почти 15 лет, и она была почти столько же, сколько, собственно, наша семья существует. В июне старшая дочка от нас съехала в свою самостоятельную жизнь. Мы за нее, конечно, рады, но в доме все равно пустовато. Лето я, как и положено, проводила на нашей даче. Занималась бетонными работами, плотницкими работами. В общем, все, как я люблю. Собственно, этот период можно назвать удачным, потому что я сделала практически все, что хотела. Все, что у меня было по плану, я сделала, я молодец. Единственное, что ни хрена не выросли помидоры в этом году, но зато было очень много голубики. Голубики прям было завались, я прям устала ее даже собирать. Плюс лето получилось замечательным, потому что мы много ездили, отдыхали. Катались по выходным на Воксу, это в Приозерском районе у нас. Вообще Приозерский район открыли для себя, мы как-то раньше проезжали мимо, а тут оказалось, что там так здорово. И вот эта акватория Вокса вообще замечательная, очень много интересного, будем туда еще ездить. В конце лета совпали у нас все расписания в кои-то веке, и мы всей семьей поехали через Карелию на Кольский полуостров, Мурманскую область. Раньше наши девчонки говорили, что ну вы на свои северные моря как-нибудь езжайте сами, а с нами вот на южные можно, пожалуйста. Но тут они увидели, что действительно там классно. И в итоге поездка получилась действительно очень хорошая, и мы все отлично провели время вместе. Это было хорошо. Вернувшись из отпуска, мы убедились в том, что в доме действительно пустовато. И решили завести аквариум. У нас когда-то уже был аквариум, когда дочки еще были маленькие. Вот, но потом мы переключились на более
тактильную живность. Ну и, в общем, решили сейчас пока завести рыбок. Завели мы рыбок, и дочка младшая сказала, что ну вот, у нас теперь есть аквариум, было бы здорово, если бы за этими рыбками наблюдал бы котик. И через неделю в лесу я встречаю котика. Или он меня встречает. Ну, в общем, короче, теперь у нас есть кот. Дочке, конечно, сделано внушение по поводу того, что с такими способностями можно было заказать что-нибудь поинтереснее. Там, не знаю, виллу на Мальдивах, $1 000 000. Но не кота. Но кот, собственно, да, создает уют. Он, конечно, такой своеобразный. Он товарищ взрослый, видимо, с какими-то особенностями пищеварения. Но зато с ним не скучно и вроде как уютненько. На рыбок ему, кстати, наплевать. Чтобы вернуться из дачного моего отдыха обратно в рабочее русло, я придумала сама себе челлендж рисовальный. Про него я вам уже рассказывала. Это я рисовала 30 сюжетов осенних за 30 дней. И я еще радовалась по поводу того, что благодаря этому челленджу я нарисовала так много принтов и уже разместила их у себя в магазине на Шмаркете. Только не разместила. Ну, точнее, я разместила, но они не разместились. Потому что, как выяснилось потом, когда я не нашла своих принтов через витрину их магазина, выяснилось, что у них хранилище переполнено, и они сейчас не загружают новые принты. То есть я все загрузила, а они их потом не загрузили на витрину. Короче, красиво теперь у меня в магазине. Только в моем личном кабинете. Поверьте на слово, там очень много классных принтов. Так что получилось, что опять никакого выхлопа после большого объема работы. Что еще прекрасного было за эту осень? У меня стала болеть нога. Сразу после отпуска стала болеть стопа, мне стало больно на нее наступать. Травмы никакой не было. Снимок в травматологии чистенький, красивенький. Анализы тоже все в норме. Я пошла в поликлинику к хирургу, и вот тут случилось чудо, конечно. Я узнала, что у нас в обычной поликлинике можно встретить врача, который будет не просто внимательно к пациентам, а он будет еще интересоваться и применять какие-то новые методики, которые я, честно говоря, видела только у всяких мракобесов на ютубе. Но очень интересно. Вот мы 2 месяца с ним чинили мою ногу. И мне пока непонятно, какой был результат. Есть он вообще, потому что во время каникул у меня нога не болела. Хотя я все каникулы была на ногах, но нога не болела вообще. Но как только у меня эти каникулы закончились, и в первый рабочий день я села за компьютер и поняла, что нога опять болит. Из этого я делаю вывод, что это даже не психосоматика, это, скорее всего, просто аллергическая реакция на работу. Да. Мне нельзя работать. Надо будет с этим что-то делать, конечно. Из закрытия этого года я закрыла магазин на Озоне. У меня был магазин для кракозяблика, я продавала там наборы для шитья и готовые изделия. И я туда, собственно, приглашала покупателей и вела туда тоже трафик, и были какие-то продажи. Но за последний год я наблюдала только за тем, как увеличивалась комиссия для продавцов. И она как-то увеличилась очень некрасиво, стало больше 50%. Это как-то очень все плохо. И кроме этого еще стало гораздо более заморочнее оформлять товары в личном кабинете. Они там что-то какие-то сделали очень неудобные обновления. И в итоге продавцы чувствуют себя дураками и должны постоянно отслеживать, чтобы Озон не выставил товары на продажу по каким-то вообще нулевым расценкам. Короче, я решила, что ладно, сейчас особо продаж там нету, и это больше нервотрепки вот это все отслеживать. Короче, закрыла это все. Одной проблемой меньше. Зато я завела канал на ютубе, вот этот, на котором мы сейчас с вами видимся. Я решила, что это будет канал такой рисовальный, про всякие мои принты, паттерны, ну и плюс блог-влог. Мне просто нравится монтировать симпатичные кадры в CapCut. Вот и все. Итого, год 2025 получился очень забавный, очень-очень призабавный год. 9 из 10 заказов отваливались в этом году. Без объяснения причин, просто отваливались. То есть мы обо всем договаривались, уже все было на мази, и тут заказчик исчезал. Это касается и рисовальных, и швейных, и всяких там прочих подработок. В общем, на эмоциональных качелях я в этом году накачалась по полной программе. Как человек, который привык следовать каким-то знакам от Вселенной, получать какой-то отклик от мира, сейчас такое ощущение, что опоры нет под ногами. Из этого можно сделать вывод, что я или лечу, или плыву. Короче, в любом случае опыт интересный.
Я решила, что об этом надо рассказать людям. Забавно же посмеяться в конце концов. Я не знаю, какой будет Новый год. Никаких планов не строю, ничего не загадываю. Даже не включаю воодушевление. Вообще нет. Прям принудительно его даже выключаю. Посмотрим, что получится. В любом случае будет интересно.